то утро Андрей, как всегда, собирался на работу, когда его взгляд зацепился за что-то странное под машиной жены, припаркованной у дома. Небольшой прямоугольный предмет был закреплен прямо на днище. Он нагнулся, чтобы рассмотреть находку, но в этот момент телефон зазвонил, отвлек его, и он решил заняться этим позже. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. По дороге на работу, уже за рулем, он заметил, что несколько водителей на трассе сигналят ему и показывают на машину. Андрей проверил приборную панель. Ни одной лампочки. Машина работала идеально. Списав их жесты на случайность или ошибку, он продолжил путь. Вечером, припарковав автомобиль во дворе, он снова вспомнил про странный предмет. Под днищем тускло мигал красный огонек. Андрей присел и осторожно снял небольшой прибор размером со спичечный коробок. Дома он сделал фото и запустил поиск по картинкам. Результат был однозначным — GPS-трекер. Мысли в голове перемешались. Кто и зачем мог установить это? Утром он отнес устройство знакомому технику. Тот аккуратно вскрыл корпус и выложил на стол содержимое. Сим-карта без маркировки, миниатюрная плата, индикаторный диод, разряженный аккумулятор. «Номер сим-карты не привязан ни к одному абоненту», — сказал техник, нахмурившись. «Советую быть осторожнее. Кто бы это ни установил, у них серьезные намерения». Предупреждение лишь разодорило Андрея. Он начал рыться в технических форумах, писать операторам связи, связываться с частными детективами. Все пути обрывались. Один из детективов осторожно заметил: «Здесь могут быть замешаны очень серьезные люди. Вам лучше держаться подальше». Поздно ночью, в глубинах закрытого форума, Андрей наткнулся на обсуждение точно таких же трекеров. Участники утверждали, что эти устройства используют в подпольной сети незаконного наблюдения. Спустя неделю один из детективов сообщил новую зацепку. Сим-карту когда-то вставляли в одноразовый телефон, который можно связать с безымянным зданием в промышленной зоне города. Любопытство победило осторожность. Ранним утром Андрей поехал туда. Здание выглядело заброшенным. Серые стены, заклеенные окна, пустая стоянка. Обойдя его, он заметил слегка приоткрытую дверь с табличкой «Служебный вход». Внутри пахло пылью, узкие коридоры тянулись, как лабиринт. Где-то гудели компьютеры. Андрей шел медленно, стараясь не шуметь, пока не оказался в небольшой комнате без окон. Стены были заставлены шкафами, а перед ними — ряды мониторов. На экранах шли прямые трансляции, подъезды домов, дворы, припаркованные машины. В одном из окон он увидел свою квартиру и машину жены. На столе лежала папка с надписью «Операция Тундра». Внутри подробные отчеты наблюдений, фотографии его и Марины за несколько месяцев. Сердце стучало так, что он боялся, что его услышат. Внезапный шорох в коридоре заставил его спрятаться за шкаф. Подождав, пока шаги стихнут, он тихо забрал папку и выбрался наружу. Дома он часами листал документы. В них были даты, маршруты, кодовые обозначения и фамилия, повторяющиеся чаще других — Журавлев. Фамилия была знакомая, он слышал ее в новостях в связи с громким уголовным делом. Тем же вечером он заметил возле подъезда двух мужчин. Один сказал другому: «Нужно вернуть это». Андрей понял, что речь о папке, и снова поехал к зданию, но зашел с другого входа. У двери с табличкой «Техническое помещение» он услышал гул. Собравшись, он уже хотел войти, когда дверь открылась, и в коридор вышел высокий мужчина. «Это вы поставили трекер на мою машину?» — спросил Андрей. «Это не твое дело.
Ты даже не понимаешь, что на кону». Спокойно, но холодно ответил тот. Андрей не знал, что все это время его жена Марина жила своей тайной жизнью. Несколько месяцев назад, работая в автосервисе, она обнаружила в машине клиента скрытый отсек с пакетом порошка. Проверка показала, что автомобиль был продан через перекупщика, ранее осужденного за наркоторговлю. Федеральные агенты выяснили, что через сеть автосалонов перевозят наркотики в специально оборудованных отсеках. Они попросили Марину помочь, установив за ней наблюдение, чтобы отследить контакты подозреваемых. Ей запретили рассказывать об этом Андрею, чтобы не подвергать его опасности. Операция была слишком рискованной. Однажды вечером Марина заметила мужчину возле своей машины на парковке. Она села за руль, уехала и тут же позвонила куратору. За месяц до решающего рейда в их дом пытались проникнуть, но агенты успели изъять найденные партии наркотиков, не дав преступникам повода. Когда пришло время финальной фазы, Андрея и Марину пригласили в региональное управление безопасности. В комнате наблюдения ряды мониторов показывали, как специальные подразделения одновременно штурмовали несколько объектов, задерживали людей, вскрывали тайники в автомобилях. Один из подозреваемых заперся в офисе, другой пытался уничтожить документы. Командир группы четко отдавал распоряжения. Через 2 часа операция была завершена. Крупнейшая в регионе сеть перевозки наркотиков ликвидирована. На утреннем брифинге агенты поблагодарили Марину за смелость, вручив письмо о признании заслуг. Вечером, сидя на кухне, Андрей сказал: «После всего этого больше никаких секретов». Марина кивнула. Через неделю он подарил ей серебряный кулон в форме ключа с гравировкой «Доверие и сила». Жизнь стала постепенно возвращаться в привычное русло. Прогулки с сыном Артемом, походы за продуктами, разговоры о будущем — все теперь ощущалось по-новому. Соседи, пострадавшие от той же схемы, благодарили их. Андрей понял. Мужество и выдержка Марины спасли их обоих. И теперь, когда угроза осталась позади, он был уверен — вместе они справятся с любой бедой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.